Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз делаем для представителей знака Девы. Давайте посмотрим, что же ожидает вас на следующей неделе. А это неделя с 16 по 22 марта. Какие события у вас произойдут и к чему, собственно, нужно быть готовыми в этот период времени. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, что большинству из вас это видео и этот расклад в таком формате, в котором я его делаю, подойдет. Оставляйте ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Я буду так понимать, что не зря записала это видео. А также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. Также буду очень и очень признательна. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Дева. Неделя с 16 по 22 марта. Так как мы делаем расклад на двух колодах, я еще вторую колоду перетасовываю. Она будет у нас таким дополнением, разъяснением к основным картам. Посмотрим, что она тоже сможет показать. Может быть, какие-то карты смогут смягчить значение основных или наоборот как-то красочно их дополнить. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же происходит у наших Дев. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, которая здесь у вас есть, карта Тройка Пентаклей. Тройка Пентаклей, она о работе. Да, возможно, вы заняты в понедельник какой-то работой, какими-то проектами. Возможно, вы здесь делаете важные начальные шаги в том, чтобы начать какую-то работу выполнять для вас. Может быть, вы на начальном этапе находитесь, соответственно, в каком-то деле, в каком-то проекте. Здесь вы можете активно соучаствовать с другими людьми, договариваться с ними о чем-то, может быть, просить о помощи, чтобы вам помогли вместе прийти к совместной цели. Или вы помогаете другому человеку, соответственно, и вы вот опять-таки работаете на одну цель, на какую-то одну на одну задачу, соответственно, да. Тройка Пентаклей, она в целом показывает, что вы с удовольствием выполняете то, что вы делаете, что вы уверены в том, что вы на правильном пути, что вы все делаете верно. Достаточно хорошая карта. Здесь она называется «Реальная работа». Ну да, кто-то действительно понедельник проводит в таких вот делах, в заботах каких-то, связанных именно с работой. Итак, давайте посмотрим дополнение, что здесь еще у Дев может быть. Тройка Пентаклей вместе с восьмеркой Пентаклей. Ну, то есть опять-таки акцент на деньги, на зарабатывание денег, на то, чтобы добиться успеха в работе, чтобы прийти к процветанию, к тому, чтобы вот на этом дереве, да, которое вы здесь видите, появились эти пентакли, эти монеты. У нас именно как-то так две колоды здесь выпало, что одна такая вся в черно-сером цвете, да, белом с черным, а другая такая яркая. Она здесь действительно показывает вот это процветание, такую яркость с этими цветами яркими, да, на дереве. Показывает, что вы работаете на успех. То есть ваша занятость, ваша работа здесь, она успешная и удача на вашей стороне. Давайте посмотрим дальше. Карта восьмерка жезлов показывает стремительное событие во вторник. То есть все очень динамично, все достаточно активно у вас продвигается, опять-таки в делах, в работе и в общении с другими людьми. То есть вы здесь общаетесь, вы общаетесь с новыми людьми, возможно, заводите новые знакомства. Вы можете здесь с кем-то активно созваниваться, переписываться, обмениваться информацией. И в целом это позволяет вам хорошо продвигаться в ваших делах, потому что вот у вас хороший здесь рывок вперед есть как раз благодаря вот этой восьмерке жезлов, когда у вас есть и творческий порыв, если у вас творческая работа, творческая занятость, то есть у вас есть прям желание, стремление что-то делать здесь по этой карте. Ну, хорошая карта. Кстати, кто-то может даже здесь, у меня часто это перелеты на самолете каком-то, да, то есть что какие-то быстрые передвижения, быстрые перемещения, которые у вас могут быть. Итак, Девы, давайте посмотрим, что здесь еще у вас будет. Вторник у Дев. Выпадает карта Императора. Власть, проявление какой-то авторитетности, властности с вашей стороны. А может быть, вы общаетесь с таким человеком. По Императору, часто это мужская фигура.
очень маскулинная такая, очень мужественная, да, очень сильная в прямом смысле слова. Но и также вы, если вы выступаете здесь в роли этого императора, независимо от пола, потому что это общий расклад, хоть женщины смотрят, хоть мужчины, но император, он показывает умение структурировать, умение как-то правильно планировать вообще свое время, свой рабочий день, там, свой график. И это тоже позволяет вам добиваться хороших результатов здесь, в этом планировании, да, потому что вы в роли этого императора действительно очень амбиции свои хорошо проявляете и показываете себя с лучшей стороны, как-то вот выступаете в роли такого хорошего управленца. Дальше идет десятка пентаклей. Карта часто показывает семью, потому что для многих из нас семья — это такая великая ценность, чем мы дорожим очень сильно. Но десятка пентаклей здесь тоже в целом показывает семью, наверное, но там так все плохо видно, так размыто на этой карте. В целом десятка пентаклей, она о богатстве, она о достатке, о стабильности в вашем доме, вообще в вашей жизни, которую часто дает эту стабильность, ощущение стабильности дают деньги. Поэтому десятка пентаклей здесь, собственно, и выпадает у вас. Вы можете решать какие-то вопросы финансовые. Может быть, вы настроены здесь на то, чтобы какие-то мудрые решения, серьезные решения принимать касаемо ваших денег, ваших финансов. Может быть, финансов вашей семьи или того, как это отразится на вашей семье. Возможно, здесь, да, зарабатывание денег идет и речь об этом. Вот для кого-то здесь ценность семьи, то есть общение с семьей. Общение с семьей, с близкими и ощущение ценности от того, что эти люди рядом с вами, что они вокруг вас. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть у дев. У дев на среду. Почему десятка пентаклей выпадает? Тут есть пятерка жезлов, и она делает акцент на работу все-таки, что вы здесь трудитесь на то, чтобы прийти к вот этому вот опять-таки успеху, стабильности, материальной независимости, соответственно. И по пятерке жезла вы решаете какие-то спорные, сложные задачи, которые вам, да, возникают у вас на пути, да, чтобы опять-таки решить эти рабочие моменты и, может быть, заработать денег. То есть вы решаете какие-то здесь вопросы. Могут возникать какие-то разногласия с близкими, но вы, скорее всего, их благодаря мудрости и разумному здесь рассуждению, да, можете их урегулировать. Давайте посмотрим дальше. Карта туза пентаклей. У вас есть монетка такая, пентакль, которая здесь возникает как из ниоткуда. Собственно, возможно, здесь речь о опять-таки, процветании и независимости, которые могут давать деньги. Также ощущение удачи, которая на вашей стороне, и ощущение, что вы достигли очень больших результатов как раз благодаря вашим стараниям, вашим каким-то вот задаткам, навыкам, не знаю, вашей работе, то есть ощущение довольства собой здесь может быть, или похвалы со стороны окружающих людей. То есть вы чувствуете, что вы управляете своей жизнью, что вы на пути, вот, может быть, нового какого-то важного начала для вас, процветания, успеха, соответственно, по этому тузу пентаклей. Давайте посмотрим, что здесь еще может быть у дев. В целом туз пентаклей еще и как новый какой-то выгодный проект, может быть, какое-то дело, которое может принести вам деньги. Тут же звезда, да, надежды, которая вам дает, собственно, эта ситуация, планы, которые вы строите в отношении этого процветания, да, или какого-то вот каких-то финансов здесь важных, больших для вас финансов, или ощущение процветания для вас вместе с картой звездой дает чувство вот опять-таки вдохновения на больше еще достижения, на то, чтобы достичь еще больших результатов. Карта хорошая, карта звезда. Можете строить планы важные. Если начинаете здесь новое дело, какое-то выгодное для вас дело, новое начало, новое дело, выгодный проект, то по карте звезда строите большие планы касаемо его. При этом восьмерка чаш у вас есть здесь в пятницу, как разочарование и ощущение, что в чем-то не получается достичь успеха в пятницу. Что-то вас может расстроить, и вы можете по восьмерке кубков почувствовать, что, да, как будто бы расстроились, может быть, не уверены, что что-то здесь произойдет, как хочется вам, да, то есть вот есть какое-то сомнение. Карта восьмерка чаш также в целом может показывать, что вы столкнулись с какими-то трудностями или понимаете, что впереди будут какие-то сложности, трудности почему-то, и вас это может тоже расстраивать. То есть какая-то неопределенность, какие-то сомнения появляются, какие-то страхи, не знаете, как дальше будут события развиваться. Вас почему-то это может здесь немножечко беспокоить. Причем карта
сила у вас выпадает в тень. Скорее всего, опять-таки, по карте сила вы не сильно по этому поводу переживаете. Даже если что-то здесь не получается, у вас достаточно сильная ваша такая внутренний стержень, сильная сторона вашей натуры, показывающая духовную силу и какой-то эмоциональный подъем, который вы стараетесь в себе найти, чтобы все-таки, да, не сильно переживать из-за этого разочаровывающего события в пятницу. Карта семерка кубков, карта возможных вариантов, которые у вас есть в субботу. Ну, несколько возможностей, несколько каких-то возможных вариантов, которые у вас здесь предлагаются, но вы можете теряться и не знать, какой из них лучше. Для кого-то вместе с королевой кубков творческим людям может прийти муза, то есть желание что-то делать, творить, созидать, создавать. И вместе с семеркой кубков прям очень хорошо может работать воображение. Карта королева кубков, она в целом про успех и ваши размышления о том, как добиться успеха. Возможно, мы говорим также здесь и о какой-то влюбленности, где вы думаете о дальнейшем развитии отношений с вашей второй половинкой и рассматриваете какие-то возможности, думаете, планируете, продумываете дальнейшие ваши там годы совместной жизни. То есть здесь очень много каких-то есть фантазий, таких вот размышлений с этой семеркой кубков. Ну да, достаточно неплохие карты. Дальше карта смерть. Карта смерть, карта трансформации. Ни в коем случае она не говорит прямо про смерть как таковую физическую, она говорит о трансформации, о изменении, которое может быть в вас здесь происходит в воскресенье, что-то меняется в вас, и по карте императрица, возможно, что-то кардинально меняется либо в отношении к такой вот императрице, это женщина, это мама, это может быть ваша жена, смотря кто смотрит, да, какого пола и в каком семейном статусе, соответственно, вы находитесь, но здесь есть какие-то серьезные изменения, потому что императрица, она дает жизнь, и выпадает она в дополнение к карте смерть, потому что смерть — это завершение, это что-то, что завершается, как будто бы как завершение цикла, завершение, ну не скажу жизни, но цикла и периода, но при этом императрица дает новое начало, новую возможность, соответственно, здесь вы меняете что-то в своей голове, в своей жизни, но это дает вам возможность начать что-то новое и лучшее. Может быть, меняется что-то, знаете, как в статусе, если говорить про женщин, допустим, как новость, трансформирующая вас, да, может быть, там новости беременности тоже. Да, она может в таком сочетании выпасть, когда вы понимаете, что меняется кардинально ваша жизнь, так как раньше уже не будет. В данном случае, да, тоже такой вариант здесь может присутствовать. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака мы завершаем. Всем желаю всего самого наилучшего, девы. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. Буду очень-очень признательна за обратную связь. До скорого!